Всем привет! Сегодня покажу один из способов, как поставить оттиск со своим логотипом на кожаные изделия. Для начала я заказал себе клише со своим логотипом, такой хэштег, по которому можно найти мои изделия в Инстаграме. Это как бы вывернутая надпись получается. Размер 30 мм получается по длине и по высоте где-то 5 мм. То есть клише такое небольшое, чтобы можно было ставить на большинство изделий. Плюс такой размер позволяет установить оттиск с использованием пресса или же ударяя молотком. Есть еще такой вот винт, как бы в комплект делают для того, чтобы можно было установить это клише на пресс, допустим, в паяльник или просто под удар молотком. Значит, что касается установки именно холодным методом, то есть без нагрева клише, то обычно берут, там наставили, молотком ударили, как бы продавили кожу и все. Здесь есть небольшой такой как бы недостаток, потому что со временем кожа может возвращаться в свое исходное положение, и клише уже не будет видно. То есть холодное тиснение, оно больше подходит для каких-то как бы статических поверхностей, которые в дальнейшем не подвергаются там каким-то изгибам, потому что когда изгибается кожа вместе тиснения, естественно, она будет как бы Кожа будет возвращаться в исходное положение. То есть тиснение будет или полностью пропадать, или частично. Особенно если это еще кожи, которые плохо теснятся. То есть хромовое дубление вообще нужно теснить, как мне кажется, только горячим теснением, чтобы был хороший результат. Вот. Значит, паяльником тоже устанавливал. Паяльником мне не нравится из-за того, что, во-первых, не всегда получается равномерно поставить. То есть паяльник вот так вот там играет, где-то чуть-чуть наклон, там рукой все равно, когда мы сильно давим, рукой мы не можем отрегулировать именно такое перпендикулярное вот, ровное давление по всей площади клише. То есть где-то будет наклон, и клише оттеснится неравномерно. Ну и плюс еще паяльники часто ломаются от этого давления, то есть нету, по крайней мере, я не нашел хорошего качественного паяльника. Разные покупал, и все они со временем ломаются из-за того, что вот мы давим. В видео, где я рассказывал о прессе, я говорил, что большинство операций я делаю на нем, там пробивание, в принципе, теснение, отсекание кожи. Вот, то есть и под установку оттиска тоже я его приспособил. Есть у него такая площадка. Естественно, здесь неудобно, потому что есть вырезы, как бы теснение сложно здесь ставить. Я взял вот с набора для установки Хальнитена вот такую площадку, ставлю ее сюда. Само клише устанавливаю в рейку пресса, поджимаем винтом. Все, клише установлено. Для оттиска, конечно, если нужно сделать все достаточно ровно и точно, там нужно как бы примеряться, нужно делать разметку на детали. Я сегодня это все как бы упущу этот момент, потому что это не так важно сегодня. Есть вот кусочек кожи, кожа ременная, растишка, хорошо теснится. Вот для примера, как бы идеальный вариант. Допустим, ставим сюда деталь, которую нужно протеснить. У меня это часто тренчики на ремни. Клише нагреваю обычным строительным феном. Вот есть у него два положения. В первом положении он нагревает, ну, чтобы не соврать, там, по-моему, до 300 градусов или до 200, а второе положение там до 400. То есть он в первом положении менее греет. Ну, нам, допустим, для теснения нужна температура там около 150, по-моему, градусов, чтобы кожа не начинала гореть. Понятное дело, что
четко там измерить, до какой температуры он нагрелся, это нужно специальный прибор. Я делаю это все на глаз, то есть изначально высчитал, что мне нужно там 10 секунд для нагрева, допустим, и вот этих 10 секунд я там считаю у себя в голове и потом тесню. Можно еще делать оттиск на каком-то пробном кусочке, то есть нагрели клише, поставили оттиск. Если все нормально получилось, потом ставим на свою основную деталь. Ну, так, в принципе, лучше всего делать, если, допустим, работаете с кожей первый раз или не уверены в том, что нагрели более-менее нормально. Ну, и теперь нагреваем клише. И ставим оттиск. Зажимаю тоже секунд на 5, в принципе недолго. Итак, можно видеть, что под воздействием температуры кожа сжалась и вот обтянула наше клише, то есть по форме. При этом на вот таких вот разных изгибах надпись пропадать не будет, то есть уже это положение кожи, оно зафиксировалось. То есть в этом большой плюс именно горячего теснения. Такой метод, он подходит только для маленьких клише, то есть вот именно этим прессом большой оттиск большими клише не поставишь, потому что давления не хватает, и чем больше клише, тем больше нужно давления, чтобы продавить кожу. Клише нагревается на достаточно долгое время, поэтому хватает его не на один оттиск, а можно протеснить сразу несколько деталей. Чтобы поставить вот такое вот большое клише, у меня заказали разгрузку. Само клише, размер его 65 на 65 миллиметров. Вот такой интересный логотип. Но этим прессом я его не устанавливал. У меня есть пресс побольше, а метод в принципе тот же самый. То есть, но здесь, да, как бы здесь немножко иначе я делаю. Тот пресс у меня большой, там клише оно не устанавливается, поэтому я ложу сначала клише на кожу и нагреваю прямо на коже его. Тоже там, допустим, 15 секунд. И потом плитой сверху уже дожимаю, чтобы оно продавилось. В таком случае получается, что верхняя плита пресса, которая потом ложится на клише сверху, она забирает температуру, и выходит, что оттиск мы можем поставить только один раз. Потом снова нужно нагревать клише. Вот. А вот так, в принципе, все то же самое, все так же получается. Если видео было полезным, ставьте лайки, подписывайтесь и спасибо за просмотр.